Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Эта игра называется Fatal Frame, часть 3, она же Project Zero. Вышла в 2004 году эксклюзивно для PlayStation 2. Я буду проходить на ПК через эмулятор в 4К с максимальными настройками графики. Выкрутил, насколько это было возможно. Новая игра, загрузить, альбом, пока пустует, опции, видеорежим. Если провалиться, выбор между 50-60 Гц или прогрессивной разверткой. Я выбираю прогрессивную, помню, что это такое, когда у меня был широкоформатный электролучевой телек. Игру я проходил давным-давно на PlayStation 2. Решил вернуться к ней, перепройти. Мало что помню. Опции. Присутствует русский перевод, видимо, пиратский. Но, я думаю, сносный в целом. Будет видно. Вибрация, субтитры, стерео. Тут настраивать особо нечего. Игра. Управление. Изменяет движение игрока. Я ставлю третье лицо. Пленка, стрелки. Пока точно не могу сказать. Стрелки или стик. Пусть стрелки будут. Точка обзора норма. Инвертация, вероятно. Яркость. Контроллер. Можно выбрать различные типы, если не устраивает тип А. Попробую на типе А играть. Выход. Новая игра. Выбор сложности, легко или норма. Я выбираю норму. Вероятно, когда игра будет пройдена, откроется хард. Ray? Should we get going? I heard this house was haunted. Too bad it's not. Rumors are just rumors. I'm gonna load these up. You?
Вероятно, можно управлять. Играем за женщину. В ролике было показано, что произошла автокатастрофа. Погиб ее то ли брат, то ли муж, то ли парень. Потом она фотографировала. Репортер, что ли? Фотограф. И увидела через камеру, через объектив призрак этого самого Ю. Новшество. Я только что закончил проходить первую и вторую часть и привыкаю к управлению, смотрю, как управляется персонаж. Правый стик, поднять фонарик, посветить по сторонам. Во второй и в первой такого не было. Есть бег, завязанный на квадрате. Кружок почему-то не реагирует. Треугольник — взвести камеру от первого лица. В первой и во второй части отвечал кружок за камеру. Здесь же поменено. Кто такой? 500 очков. А почему не исчезает? В первой части, во второй призраки появлялись на короткий промежуток времени, и надо было их успеть вовремя сфоткать, иначе не получишь очков. Почему-то не комментит. Продолжаю сравнивать с первой и второй частями. Там героиня активно комментировала каждую упавшую балку. А вот и нету его. Исчез. Дверь. А вот он исчез. И здесь не комментит. Идти за ним, или попробовать открыть дверь, или подняться может. Ай-яй-яй, что, серьезно, что ли? Прямо сразу? Безо всяких обучалок? Почему-то не ранится. А если, допустим, я не знаком с серией, то что? Или у меня обычная камера, потому что не обскура, поэтому у меня нет шансов. Преследует.
Еще словил пару ударов. А может, это сон? Ой, надо было фоткать на время. Ай. По инерции жму. Знаю, как это работает, но... Призрак не получает урона. Доставай камеру быстро. Stay here forever. Вроде и сфоткал, но очков не получил. Не совсем точно. Лечиться, конечно, никак. Будто б зовет меня. Что-то нужно ему сказать. А если б меня убили? Сначала б начинал, что ли? Are you okay? Oh, it was nothing.
This place is... Час первый. Знак. Уже цветная картинка. Во входном зале есть большая дверь. Это может быть входом в поместье. По обе стороны от двери подвешены свечи, которые горят синим пламенем. Я действительно не помню, но может именно так я здесь очутилась. А сейчас эти двери плотно заперты. Огражденные ворота заперты замком. С другой стороны есть маленькая дверь. Гравировка, зубчатая стрелка. Теперь комментирует. Хорошо. На полу стоят какие-то старые кувшины. Внутри, похоже, ничего нет. В полу есть пространство с кувшинами. Темно, не видно, что там. Камера-то есть у меня. Все тоже обычное. Старые сундуки, покрытые соломой, разбросаны по земляному полу. В них, кажется, полно старых гвоздей и зубил. Да, активно комментит. Большой предмет накрыт тканью. Возле стены находится сундук. Внутри несколько свечей и что-то еще. Старая полка. На ней ничего нет. Что-то есть. Травка, лекарства. Частично восстанавливает здоровье. Тут есть развилка. Сфоткал призрака. Я вот думаю, может вернуться к развилке, посмотреть, куда ведет лестница. И опять новшество. Я вижу, что камера заворачивает плавно за угол. Такого не было в предыдущих частях. Ощущаю решетки на стене. Прохладой тянет с другой стороны. Похоже, есть еще один такой же коридор с другой стороны стены. Кого-то надо было заснять, а я не успел. Могу заглянуть в следующую комнату через решетчатое окно в нише. На вершине пьедестала есть небольшая картина. Где ты видишь небольшую картину? Я не вижу. Или для верности все ж, для успокоения души сбегать, посмотреть, открывается ли та дверь, вторая. Открывается. Что за ней?
На бочке лежит камень размером с человеческую голову. Чувствуется запах краски. Возможно, здесь что-то красили. Лестница. Так много помещений, доступных для исследования. Исчезли. Над очагом на крючке болтается старый казанок. Похоже, им давно никто не пользовался. В сундуке несколько старинных мисок. Кажется, все разбиты. Не вижу ни одной, сохранившей форму. Японский сундук странной формы. Некоторые дверцы, кажется, закрыты. Не могу открыть. Не везде можно спуститься. Ступеньки искать надо. Пока не хочу лезть куда-то, подниматься. Исследую первый этаж. Закрыто какой-то силой. Ладно. Заперта. Колокольчик. Гравировка. Пробуем лестницу. Успел. 1000 очков. Что-то отражает свет. Темная камера. Старомодная камера. Какие-то загадочные отметки в металлическом обрамлении. Состояние еще хорошее. Сзади вырезаны какие-то старинные надписи. Камера обскура. Возможно, название камеры. Основные функции и инструкции добавлены в файл. Вы можете обратиться к файлу, выбрав его из меню. На этом черном чемодане старый замок. Возможно, старый. Закрыт надежно. А все, у меня эта камера уже есть. Да, заряжена 14-я пленка. 30 кадров. А это, наверное, пункт сохранения. Блин, мне будет тяжко, потому что я привык на кружок нажимать. Теперь буду переучиваться. В панике могу перепутать. Синее пламя. Можно сохраниться.
первый раз долго создавалось. Так, посмотрим, что здесь. Поверхность пошелушилась. Даже могу разобрать, что когда-то было сосной. На шкафу лежит небольшой сундучок. Я попытался. Ну да, это трудности перевода. Мужской и женский род тут путается. Застряло, не могу открыть. Похоже на аптечку, но в ней все уже сгнило и почернело. Похоже, ничего полезного уже не осталось. Какие-то приспособления для покраски. Видимо, в этот момент идет подгрузка соседней комнаты. Так, можно пройти, хорошо. И все же. Вот, несколько секунд, буквально пару. Видимо, так маскируется подгрузка. Вернемся к этой комнате. Я ведь сказал, что сначала хочу первый посмотреть этаж. Наверное, очень старая вещь. Блестяшка на полу. Клочок бумаги или что-то такое. Корявая записка. Это не моя вина. Я не выбрал жизнь. Добавлено в файл. На рисунке, похоже, изначально был пейзаж, нарисованный на холсте. Сейчас от него мало что осталось. А тут что ни комменте, что-то ж есть необычное. Еще один старый японский сундук. Возможно, в нем хранили старые предметы мебели. На стене висят часы. На крышке старого японского сундука стоят 2 коробки с чернилами. Лак на внешней стороне коробки шелушится, и цвета совсем поблекли. В принципе, можно все это не читать, но мне нравится. Есть в этом что-то такое, олдскульное. Полотенца и ткани. Ничего интересного. На вершине серванта есть какая-то коробка. В сундуке небольшое кимоно. Наверное, его могла носить маленькая девочка. Это дверь. Закрыта какой-то силой. В общем, понятно. Зато убедился, что здесь ничего нету. И надо исследовать 2-й этаж.
А на карте помечается дверь, например, представляющая интерес. Надо сейчас проверить будет. Итак, что здесь добавилось, изменилось? Карта. Сменить этажи. Зал, дом. Отсюда я, видимо, пришел. Главный коридор. Вот здесь я гулял. А это что такое? Примерно ясно. Вернуться. Вещи. Появились. Лента тип 7. 50. Можно поставить. Она более лайтовая, но ее больше зато. Пока нет. 14 тип 30. Почему-то 4 лекарства. А почему 4? Я же находил одну, кажется. Главные вещи. Темная камера. Нельзя использовать. Профи-камера для работы. Камера. У нас есть здесь статус способности улучшения линзы. Пленка. Улучшение линзы недоступно, что ли? Я пытаюсь вниз нажимать, но пока нет. R2. Основы. Макс цена. Зона. Радиус, в котором можно поймать врага. Чувствительность. Уровень заряда силы духа. Количество силы духа. Очки. У меня 2500, естественно, ничего не могу потратить. Недостаточно. Особое. Улучшение дает больший уровень заряда. Хорошо, еще раз тогда R2. Не, я пока только колбашусь между статусом и способностями. В улучшение линзы не попасть. Фото. Нету. Файл. Записка. Основы управления. Обучение. Лампочка загорается, когда ты встречаешься с призраком. Установить фотоаппарат треугольником, сделать снимок с помощью X или R1. Когда призрак находится внутри круга захвата. Вот и вся инструкция. Основы. Так, здесь фото Иу, которое я сделала на работе и покинула дом. А Иу был в поместье. Тексты то же самое. Данные. Или я переключаюсь между фото, другое, а тексты и данные у меня нету. Призраки. 33. Типа врагов, что ли, бестиарий. Продолжаем. А можно как-нибудь... вот еще хочу попробовать одну фишку. Находясь в этом режиме, можно ли повернуться на 180? Можно было в первой части. Во второй я не нашел, чтобы такая возможность была реализована. Только быстрый поворот объектива. На 180 вроде нельзя. Дверь поломана, я вижу, что в комнате. Это большая комната, в ней горит лампа. В углах темно и ничего не видно. Так, можно же было и в другую пойти сторону.
Матрас или что это? В стене был открыт глазок. Похоже, что звук выходит отсюда. Встаньте напротив, нажмите X, чтобы посмотреть. Все стены исписаны иероглифами. Сменить искатель, вернуться. Забываю, что можно фонариком водить. Да я круг сделал. Говорит, чтоб уходила. Так. Тут по-прежнему ничего интересного. Ой, я не хотел делать кадр, я хотел выйти. Я на X нажал. Или нужно сначала... Ага, ясно. Потратил пленку зазря. Наверное, возвращаться. Я пытался нажать на камеру, но кнопка была неактивна, походу. Сохраниться нет. Не буду пока. Куда теперь? Что-то поменялось? Где-то. Попробовать эту дверь еще раз. Потрогать. По-прежнему сила ее удерживает. На лестницу бесполезно, там ключик нужен. Where did he go? Блин. Черт. Объяснение боевого управления было добавлено в файлы. К счастью, я играл в Fatal Frame. Примерно понимаю, чего хотят.
Ужас-то. Не успел обратить внимание, есть у призрака полоска здоровья. В левом верхнем углу привык туда смотреть, чтобы знать, сколько осталось. Ой, там ноги. If only I died too. It's not my fault that I'm the only one that survived. I should have been taken. I didn't survive because I wanted to. I had no choice. If I had just had more hands, I would have. I didn't survive because I wanted to. I had no choice. So if I had died with everyone else, yes, if I had died with everyone else, then I would. Are you all right? Other one. Let me sleep forever. Страшно. Ray? Is everything okay? I heard you cry out. I was worried. You've been having so many nightmares lately. What? I'm fine. But I just had a bad dream. Это все был только сон. Все равно лучше встать. Дама с татуировкой. Синяк появился. Так, новое. Блокнот. В процессе прохождения будете находить новую информацию, которая записывается в блокнот. В блокнот можно зайти из меню, чтобы прочитать. Далее. Заметки.
События. Появляется синяк. Я почувствовала острую боль в плече, когда проснулась. Мгновение казалось, что я видела какой-то синяк на коже. Когда я посмотрела потом, ничего не было. Это был сон. Вернуться. Местность. Заброшенный дом. У меня не было поводов узнать много о месте перед моим уходом. Кроме всего прочего, я знала, что в нем обитают призраки. Что стояло за странным видением, которое у меня было в этом доме? Или я просто устала и была напугана из-за мелочи? Или слухи правда? Особняк сна. Разрушенный дом, по которому я бродила во сне. Ночью я вернулась после видения на этой работе. Кривота немножечко, но суть ясна. Кое-что напомнило мне о доме с привидениями, где я видела Ю. Он казался слишком настоящим. Видения, миражи, может, я слишком устала. Люди. Ю Асоу. Мой жених, вот, оказалось, что жених. Он был редактором, работал над книгой фольклора, философии и антропологии. Мы познакомились с студентами. Он был не такой, как я, тихий и добрый, как тихо падающий дождь, как мягкий ливень, что умывает все подчистую. Прошло 2 месяца, и он погиб в результате аварии. Мику Ханасаки. Мику Ханасаки, младшая сестра лучшего друга Ю. Теперь живет со мной и помогает мне. Я не встречала ее брата. Юра сказала, что потеряла брата в катастрофе. Она помогла мне найти выход во многих вещах. Весела и трудолюбива. Если бы не она, не знаю, как бы я перенесла факт ухода Ю. Женщина с татуировками. Женщина, что появлялась во снах о замке. Все ее тело было покрыто голубыми тату. Она приблизилась, я убежала перед тем, как поняла, что произошло. Все, что помню, огромный страх. Еще чувствую ее холодные сильные пальцы на моем плече, где она прикоснулась. Тяжело поверить, что это был сон. Мать и дочь. Мать и дитя в старомодных кимоно появились в моем сне. Они искали кого-то грустным голосом, зовя. Кто это мог быть? Так, осматриваемся. Не хочу спать. На столе лежит черновик и книга Мику, которая поможет мне отслеживать всю работу и все задания. На краю страницы написано предупреждение от руки. Не перетруждайся. Возможно, я слишком много работала с того дня, но мне это нравится. Нет пленки, которую я хочу сейчас послушать. Понятно. Можно прослушивать аудио. На этой полке у меня фотоальбомы и газеты. Мику купила большую часть альбомов для меня. У нее уже глаз наметан, но большинство из них я даже еще не видела. На полке лежит фотоаппарат. Он мне не нужен. Когда-то мне нравилось им фотографировать. Когда-то я делала забавные снимки. На столе лежат несколько свечек, сделанных вручную. Их сделала Мику. Она невероятно делала их, помня обо мне. По этой причине я не могу зажечь их. Пусть они будут здесь незажженные. Так, это шкаф. Моя одежда разбросана по всему помещению. Никогда не была чистюлей, если не приму вскоре мер, это может все испортить. Мику, должно быть, еще не было здесь. Она никогда не допустила бы такого. А если эту дверку, а эту не открыть? Моя работа находится на стене. Сейчас там больше снимков, чем раньше. Я еще не готова к проектам, которые предусматривают фотографирование людей.
Good morning, Ray. Good morning. Исследуем этот коридор. Комната Мико. Даже если это мой дом, мне не очень нравится заходить в ее комнату без разрешения, хотя я знаю, что ей все равно. Комната Ю. Еще со времени несчастного случая я пытаюсь не ходить сюда без причины. Отсюда можно видеть жилую комнату на первом этаже. Это была одна из главных причин, почему мы взяли... а дальше не видно. Слишком большое помещение, но здесь уютно. И нам понравилась идея, что мы всегда знаем о том, что рядом есть другой человек. Автопарат. Можно вытащить. Разноцветные шторы над окном. А что, не будут озвучиваться диалоги? Доброе утро, Рэй. Похоже, что сегодня тоже целый день будет идти дождь. На этой неделе тебе не нужно много работать, почему бы не расслабиться? В последнее время так много работаешь, завтра этим утром ты проснулась после кошмара, не говоря уже о том, что произошло не так давно при сборе данных. Все равно надо попытаться отдохнуть. Мне кажется, что там было письмо, адресовано Иу. Письмо от Кей-1. Не буду все записки зачитывать, слишком геморно. Буду давать время прочитать и сам про себя прочитывать. Добавлено в файл. Это от Кеи Амакура. О нем писали несколько раз еще раньше. Ты еще не говорила ему про Иу? Интересно, может, это в комнате Ю? Добавилось что-то в блокнот, потом посмотрю. За окном находится небольшой сад, небольшой дождь. Моросил несколько дней. Давно я не работала в саду. Мы не захотели ставить телевизор у себя и поставили его в жилой комнате. Не буду его смотреть целыми днями. Ой, кот. В углу стоит растение в горшке. Ухаживать за ним — это работа Мику, надо подумать. Мику следит за всем, что сегодня происходит в ее доме. Можно котика погладить? Почему растение комментит, а котика не комментит? На этой полке у меня лежат видеокассеты и книги. На холодильнике приклеен мой план работы, календарь с обозначением тех дней, когда в супермаркете скидки и записки с рецептами. Мику все готовит, ей, кажется, нравится заниматься уборкой в доме. Не знаю, что я без нее бы делала. Столовые приборы находятся в буфете, вещи Иу тоже в чистоте. Раковина чисто вымыта. Это скорее место Мику, а не мое. В большой духовке 4 комфорки. Решила, что добьюсь с ее помощью всего, когда мы переехали. Но даже не умею ею пользоваться. Только воду кипятила иногда. Или готовила простую еду. Плохая бы из тебя жена получилась. Так, тут целый коридор.
Слабый свет проникает через занавеску и освещает вход. Передняя дверь закрыта. С того дня не выхожу из дома, разве что только на работу. Обувь Мику на низкой подошве под скамейкой. Если бы мы убрали обувь Иу, было бы больше места для обуви Мику. Вижу свое лицо в зеркальном отражении над раковиной. Ну-ка. В ванной никого нет. Даже когда я занята, я люблю каждый день принимать ванну. Но в последнее время принимаю только душ. Мику занимается также и стиркой одежды. Это настоящая помощь. Убирать мне никогда не удавалось. В последнее время она жалуется, что не может развесить одежду, посушить из-за дождя. Туалет? Нет. Ящик с одеждой, который Мику привезла с собой. В нем кимоно Мику и похоронный наряд, который я надела лишь один раз. Алтарь Ио. Не открывается. Кроме постельных принадлежностей, в шкафу много старых книг Ио. Они там же, где мы их оставили, когда въехали. Никогда не заглядывала внутрь, думаю, это как-то связано с его работой. Что здесь? Постучаться в туалет, но там никого нет. В этом шкафу стоят пластиковые бутылки с жидкостью для проявления и создания фотографий. В пластиковой бутылочке находится керосин. На этой полке у меня негативы фотографий. Сейчас нет ни одной пленки на проявку. Понятно. Специальная комната для проявки фото. А это что за дверь? Кладовка. Здесь мы храним чистые вещи и другие инструменты. Некоторые из этих ящиков никто не трогал с того момента, как мы переехали. В общем, пооткрывал все двери, поизучал свой дом. А есть ли в доме сейф-поинт? А вот кот уже на диване разлегся. А можно такие? Давай, гладь. Можно просто полюбоваться, да? Погладить нельзя. И поговорить тоже. Телефон не комментится. Хранилище под лестницей. Много старых газет и журналов. Что-то написано в письме о каком-то там, какой-то камере обскуре, принадлежащей когда-то Ю. Может, это та же камера, что я видела во сне?
Ray, may I help you with something? Oh, I just wanted to ask you. Посмотрели небольшой ролик. Тонкий луч света проникает через занавески, здесь всегда идет дождь. Когда бы я не слышала звук дождя, не могу не думать, что случилось в тот день. На полке лежит письмо и фотоаппарат, которые похожи на те, что я видела во сне. Похоже на письмо от Кеи. Номер 2. Мог ли это быть тот же фотоаппарат, который видела во сне? Более старый, чем тот, что был во сне, а надписи сзади вообще не видно. Но даже так он все равно очень похож на темную камеру. Попробую нажать на кнопку затвора, но ответа не последовало. Похоже, поломано. Наверное, еще есть старая пленка в темной камере. Пленка кажется очень старой, но она не повреждена и не засвечена. Что на ней может быть? Прогуляться в проявочную. На полке находятся старые механизмы, которые когда-то Иу собирал. Они такие поразительные, что их можно назвать античными. Похоже на старые машины, понятия не имею, почему он захотел их собирать. Помню, как-то он говорил мне об этом 1 или 2 раза, но, возможно, я прослушала. На столе напечатанные, написанные от руки письма, несколько книг. Я еле касалась всего, что здесь находится, не могу заставить себя все убрать. На столе лежит блокнот. Наверное, кто-то здесь работал. Про городской миф. 11 страниц. Так, а тут говорится о событиях, которые произошли в первой части, походу. Дом сна. Городская легенда. Возможно, именно это просил исследовать Кеи. После получения новой информации можно найти
информацию по этому запросу на книжных полках. В блокноте застряла старая газета. Ряд пропаж в регионе. На книжных полках много книг по фольклору, философии, антропологии. Все эти книги Ио использовал в своей работе, или это были книги, изданные его компанией. Раньше меня они тоже могли заинтересовать, но это был переходный период. На книжной полке есть книга «Оккультизм». О ней сказано в письме Амакуры. Камера обскура. Устройство, фотографирующее другой мир. Добавлено. После получения новой информации, это уже писали. На каких полках? На этих самых, что ли? Что-то новое узнал, подойти к книжной полке, и новая информация выпадет. Одежда Ио висит в его шкафчике. Решила ее не убирать. Если положить ее в коробку, то оттуда точно больше никогда не достану. Не комментит. В углу комнаты стоят несколько картонных коробок. После случившегося я попыталась разложить его вещи, но спустя время не смогла продолжать. С тех пор не прикасалась к ним. Ну все, вроде здесь. Опять же, для серии не характерна такая сейф-зона огромная, собственный дом, а кошмары только во снах. Или, может быть, потом кошмары будут просачиваться и в безопасную, казалось бы, зону. По-прежнему не поговорить? Ray, you've been working too hard. You should get some rest. Предлагает мне пойти поспать. Где кот? Опять жрет. Хорошая жизнь. Плохая пленка. Старый брикет пленки из старой камеры обскуры. На пленке определенно что-то есть. Интересно, можно ли ее проявить? Проявить? А я ничего не расходую при этом, просто вот так. Появилось изображение плачущей женщины. Как я и думала, должно быть, я сняла это во сне. Принять. Все пленки проявлены. Вернуться. Камера обскура, покинутый дом, изображение, которое сняла во сне. Может, если мне поискать эту женщину, я что-то узнаю? А как осуществляется процесс поиска? К книжной полке подойти? Я не видел здесь компьютера, ноутбука. Где код, меня интересует в первую очередь. Относительно женщины на картине. Интересно, может, тебе удастся узнать о ней все,
что только можно. Все нормально. Это очень старый снимок, так что я нашла его в комнате Ю. Если не сможешь выяснить, ничего страшного, просто что-то в ней такое особенное. Understood. I'll let you know if I find anything. Если показать снимки Мику, иногда можно попросить у нее провести исследования. Если вы их исследовали, можете поговорить с Мику позже, чтобы получить информацию. Пришла ночь. Если вы проверите кровать, сможете поспать. Проверив камеру обскура на столе, вы можете сохранить ваш прогресс. Ах, вот оно как. Ладно. На столе лежит фотокамера, можно сохраниться. Давайте сохранимся, окей. Так, вот мне интересно, если я в ночнушке, то дом поменялся. В ночное время что-то здесь по-другому. Где Мику? Все те же фразы. Ну, хотя бы спущусь ради того, чтобы кота проверить. Где он может быть? Странно. Исчез. На кухне, может. Автоаппарат при тебе? Где ты его прячешь, хотелось бы знать. Руки-то свободны. А вот он. Нашел. Ну так неинтересно, только поглазеть. Ай, пробежал поворот. Ладно, спать так спать. Хочу. Уже можно? Опять этот сон. Знакомое место уже. Поэтому я не перечитываю. Похоже, отсюда можно выйти наружу. Хотел бы. Ну, вообще хотел бы, да, только пока... В тот раз нельзя было. Зубчатая стрелка. Тут по-прежнему. Быстрый какой. Побежал туда.
Тут было заперто в тот раз. Место для сохранения. Так, тут есть и третий этаж. Пока побегу за призраком. Блеклый свет отражает снег снаружи и поступает через круглое, завешенное бумагой окно. Двери заперты какой-то силой, словно ощущаю в воздухе сильное присутствие. Похоже, что камера обскура на что-то сильно реагирует. Значит, надо сфоткать это место. Странно. Должна была ведь появиться фотография, показывающая мне, куда бежать. Или я как-то недостаточно хорошо сфоткал. Непонятно. Кажется, в стене за сундуком есть дверь. Может быть, она ведет на крышу. Не могу отодвинуть слишком тяжелый сундук. Только мужчина может его подвинуть. А это не дверь, случаем? Нет. Посмотрим, куда лестница ведет. Деталь для темной камеры. Получили новую функцию тревога. Указывает на снимок смерти Fatal Frame. Когда вас атакует дух, верхняя часть видеоискателя иногда мигает красным. Прозвучит сигнал. Этот момент более мощный шанс затвора, снимок смерти. Если снять его во время снимка смерти, можно отбросить дух и сильно повредить. Если еще раз, когда дух отбрасывается, то можно сделать цепной снимок или комбо. Инструкции добавлены. На большой полке лежат ящики, корзины. Все прогнило из-за влаги, теперь все ужасно воняет. А оборудование надо цеплять или все уже само нацеплено? Дверь. Ой, ой. Кто-то стонет. Заперта. Гравировка колодца с точками. Голоса за стеной.
чемодане веревка, кусочки нарезанной зигзагами бумаги. Использовались для того, чтобы сделать портьеры в храме. А в двери камни некоторые уже вставлены. Возможно, тут зашифровано, как открыть дверь. Дверь не открылась. На каменной пластине мелкая надпись. «Нанеси на пьедестал то же число страданий, что написано на спящем камне». Два, 3. А двигать их нельзя. По крайней мере, пока что. Внутри что-то есть. 61-я пленка. Более мощная. Сундук на полке немного приоткрыт. Попыталась заглянуть, но он тяжелый, не могу открыть дальше. Старый японский. Похоже, ничего нет. Высокий. Внешняя сторона прогнила от влаги. Украшения потрескались. На разбитом зеркале висит красная ткань. В общем, ничего здесь не поделаешь пока что. Возвращаться? Или попытаться что-то еще с этой дверью сотворить? Я ведь зафоткал. Зафоткал, вот реагирует синим. Будто бы требует кадра. А вот, все же появилась фотография. Наверное, в тот раз недостаточно хорошо. Фоткнул лестница и угол. Ой, вибрация. Рядом призрак, да? Или речь шла о другой лестнице? Просто сфоткать его. Или он боевой. Почему-то не атакует. Ага, снял проклятие у двери. Замочка больше нет. Ай. Так, в такие моменты надо переключаться, смотреть откуда. Решить напасть.
Ах, сейчас хватит, сейчас хватит. Просрал. Недостаточно хорошо. Вина ребенка, она сказала. Присутствие перед дверью постепенно тает. Didn't do anything wrong. It's not my fault. What are these tattoos? Oh no, it's too late. I can't escape. Через декоративное окошко в стене могу видеть комнату. Элегантная официальная комната, в которой постель разослана на татами. I haven't done anything wrong. The tattoos. I can't escape from my dreams. I didn't do anything wrong. It's not my fault. What are these tattoos? No, it's too late. I can't escape. Please help me. Help me. I didn't want to survive. I haven't done anything wrong. The tattoos. I can't escape from my dreams. I didn't do anything wrong. It's not my fault. What are these tattoos? Oh no, it's too late. Или прежде чем подходить I can't escape. Please help me. Help me. I didn't want to. на постели, которая разослана на полу, лежит что-то в форме человека. The tattoos. I can't escape. В небольшом серванте несколько старых мисок. Наверное, в них смешивали лекарства. Didn't do anything wrong. It's not my fault. Похоже, внутри что-то есть. Вот за этим-то я еще и ныкаюсь, потому что можно найти аптечки, Too late. пленку. I can't escape. Please help me. Help me. I didn't want to survive. Ладно, I haven't done поговорим. the tattoos. I can't escape from my dreams. Ответа нет. У ног присевшей женщины лежит блокнот. It's not my fault. Паспорт сгорел. What are Такигава Яшино. oh no. Японская национальность. Шизука. Место жительства. Хорошо обгорел, но у меня получается разобрать. I didn't want to. Может быть, так ее звали, Йошина Такигава. I haven't done anything. Дама на фото. I can't escape from my dreams. I didn't do anything wrong. It's not my fault. What are these tattoos? You should wake up. Please help me. Please wake me up. I didn't do anything wrong. Why? Синяк появился. Еще раз. Так.
Имеет ли смысл все те же самые фразы будут повторяться, если пытаться повзаимодействовать? Не хочу спать. Такие же, только более такие минималистские. А если подбежать к книжной полке, появится ли новая информация? Нет. Что? На кухонном прилавке оставлена записка. «Дорогая Рэй, я вышла провести исследование по женщине из недавних событий. Вернусь позже этим вечером. Съешь свой завтрак, Мику. В тарелке на кухонном прилавке приготовлен прекрасный завтрак из рисовых шариков». С другой стороны подойти надо. Отсюда можно посмотреть жилую комнату. Хорошая обзорность. Обзорность. Не понял, как съесть завтрак. По идее, на стул сесть. Зазвонил. Hello? Ray, it's Miku. Удалось получить имя и адрес этой женщины на фотографии. Ясина Такигава. Единственная выжившая после авиакатастрофы не столь давних дней. Я знала, что я ее где-то видела. Я узнавала у одного редактора. Похоже, что она все еще в больнице. Скажу тебе, где находится больница. I heard from the hospital that she's been asleep for a long time, and no one has been able to wake her.
Did you go to the hospital? Выжившие опять в ночнушке. На всякий случай к книжной полке сбегаю. Но ничего не находится. Ray? Are you having trouble sleeping? Интересно, что с ней случилось. По телевизору сказали, что она пропала. Рэй, ты видела ее перед этим? Что тебе о ней известно? Вот поговорили. Ладно. Думаю, что надо спать отправляться. Перед тем, как спать, сохранюсь, а перед тем, как сохраняться, открою менюшку, посмотрю, что появилось. Что у нас с картой? Это дом. Смотреть тут особо нечего. Вещи. Почему-то нельзя переключаться. Дальше камера. Пленка, экипировка. Ну-ка. Можно снимать скрытым смерть кадром. On-off. Способности. У меня 10 тысяч очков есть. Можно что-то прокачать. И я сюда шарик не ставил. Он сам сюда влетел, что ли? Непонятно. Купил. Следующий уровень 20 тысяч стоит. Файл. Пропажа. Ряд пропаж в регионе. Я это читал. Тексты. Другое. Письма. Фото. Заметки. Ага, есть много нового. Например, в событиях. Появляется синяк. Боль вспыхнула опять после сна о пустом доме. Как и тогда, в видении я видела дом во снах. Боль я почувствовала, когда меня коснулась дама с тату. Сон, дом, они как-то связаны с Ю? Или я просто устала? Исследование. Согласно тетрадям, оставленным на столе Ю, делал исследование для Кеи Амакура. Его записи полны ссылок на старые городские легенды, вырезки из газет о пропавших людях, которых крали.
Местность. Голоса за стеной. Под лестницей была малая запертая дверь. Низкий ужасающий рев исходил изнутри. Что это могло быть? Люди. Кей Амакура. Я не встречалась с ним, но он был другом Ю. Время от времени он писал. Казалось, Ю знал. А тут вообще наоборот перепутан женский и мужской. Ю знал многих людей по работе и лично. Согласно письму, он и Ю занимались изучением городских легенд. Может, с этим как-то связана камера обскура. Я должна рассказать ему о несчастье. Выжившая женщина. Йошина Такигава — это точно та же женщина, что я видела во сне о замке. Единственная выжившая в авиакатастрофе. Постоянно спала в госпитале после аварии, пока не исчезла на моих глазах. Перед ее исчезновением на всем теле начал появляться голубой узор. Что это было? Связана ли она с женщиной из моего сна? А если да? Кунихика Асуу. Ученый-оккультист, который жил во второй половине XIX века. Использовал новые технологии для производства техники, которая докажет существование другого мира. Камера обскура была одна из его изобретений. Согласно книге, она может фотографировать сверхъестественные объекты в иных сферах. Был ли он связан с замком? Статьи. Старая камера была разработана человеком той же фамилии, как Ю Асу, для регистрации духов и привидений. Что она делала в замке? Назад. Призраки. Я же встречал каких-то. Почему-то никого не добавили сюда. Ладно, тогда я сохранюсь. Хочу. Не, опять я здесь. Хорошо. Разнообразия ради попробую выйти. Проснуться, что ли? Ну. Я ведь ничего не сделал. Так, мне это не нравится. Короче, что делаем? Проспал. Просто так ночь. А мог бы столько дел свершить. Будем иметь в виду. То есть, если я хочу проснуться, если кто-то может гониться, неубиваемой, то к этой двери. Может быть, имеет, кстати, смысл еще раз прощелкать ящички, поскольку в них могут находиться предметы типа пленок, травок. Но нет.
Не достать шарик. Попробую побежать в то же самое место. Присутствие есть. Stay back. Блин. Сколько вас там в шкафу сидит? Победил. Кто-то еще остался, походу.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Можно было комбо сделать, я не воспользовался. Синяк расширяется. Вот это дневник Йошины Такигава. Они попросили меня поухаживать в больнице, поскольку вся ее семья была убита в результате несчастного случая. Они не чувствовали себя уверенно в больнице. Правильно ли было поступать так? Дневник. 10 страниц. Фото, которое вы мне дали, на нем отметки. Разве они не похожи на татуировки? Запись. Как-то быстро день прошел. И структура у игры такая забавная. Переходы. Безопасная зона. И опять начинается особняк. Ray, you've been working too hard. You should get some rest. Одно и то же. Такие у вас высокодуховные разговоры. It's raining again. Вот и поговорили. It's raining again.
Та женщина тоже выходит, единственная выжившая в авиакатастрофе, а тут автокатастрофа и тоже выжившая. Получается, есть связь. Так, значит... Ой, нет, не эта кнопочка. Другая. 6000 очков. Заметки. Новое в событиях. Синяк распространяется. Видела ясно синяк, когда проснулась. Боль сильнее, чем вчера. Синяк разрастается. У Ешина Такигава был тоже растущий синяк перед ее исчезновением. Она тоже была во сне, у нее были такие же сны. Синяк, сны, что они значат? Женщина с татуировками появилась в моих снах. Новая страница, наверное. А нет. Ешина Такигава и женщина, напавшая на меня во сне, имели одинаковые тату. Теперь тот же рисунок расширяется по моему телу. Даже если она дотронулась до меня во сне. Сон, синяк, замок. Как они связаны между собой? Йошино пропала из госпиталя. Напала на меня как полоумная. Похожий на тату синяк покрывал все ее тело. Теперь такое же тату растет на моем теле. Если все так происходит, то ничего хорошего. Очнулась, но не у входа. В другом месте. Там, где разборка была. Тоже место из вчерашнего. 1:02. Особняк сна. А сколько здесь всего часов? На полу что-то лежит. Где вчера ползала Йошина Такигава. Ключ с колодцем на ручке. Тут... Ой. А, это призрак. Я думал зафоткать, а тут сражение. Кто? А, тут несколько. Не успел. Да блин, вы оборзели.
Да сколько вас? Вас слишком много. Ну вот так вот. По-прежнему завалено. А можно было не драться, сбежать? По идее ж можно. Ой, ой, не то жму. Кто это? Let this priestess never awaken from her dream. Если б я еще помнил, где эта дверь с подобной гравировкой. Может, наверху? Нет, здесь другое. Вот отсюда. Растворился, не успел. Дверь. Так, начнем с малого. I remember now. I remember this place. В углу дворика находится колодец с деревянной рамой. Крышка колодца открыта, и видно, что там слишком темно. Похоже, все высохло. Небольшие надгробья стоят, упершись об потрескавшуюся стену. Это просто неукрашенные камни. Ничего не написано ни на одном. Один камень стоит на другом. На них нет ни имен, ни каких-либо других надписей.
Может быть, это мемориальные плиты для неоплаканных покойников. На фотографии видно изображение чего-то странного. По идее, что-то где-то должно произойти, сняться печать. В углу дворика стоит старый каменный фонарь. Древний, но прочный на вид замок, изображение 2 мандаринов. В моем сне здесь был Ю. Ай, пропустил, можно было комбо провернуть. А пленки-то все меньше остается. А новые не находятся. Ой, ёп, блин. Скотина. Они подохли? Или кто-то еще скрипит? Там, где был человек в белом, что-то лежало на земле. Спящий камень, вырезана горизонтальная линия. Обозначение одного размером с мою ладонь. С обратной стороны камня есть то, что может пригодиться. Люди в белом. А это что? Могу разобрать следы старого соединения на стене. Пытаюсь подвинуть, но замуровано. Что там может быть внутри? Рука. Видно изображение чего-то странного. 2 снимка осталось. В стене много трещин. Черные пятна размером с человека находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Лечилка. Но не ползти же туда. Проход становится более узким. Я ощущаю, как из небольшого конца прохода дует ветер. Интересно, куда ведет. Похоже, только что ребенок или маленькая женщина смогут пролезть. Кто-то смотрел на меня. Не успел. Нету ни лечилок, ни пленок. Вставила спящий камень, теперь приспособление начало двигаться. На каменной вкладке есть надпись. Это я читал. Выбрать камень, взять, покинуть, вернуться в начало. Я, правда, не знаю, чего хотят. Вот так. Это было несложно, дверь открылась. Я вижу дверь на другой стороне этой крыши. Если бы мне пришлось пройти по крыше... А можно и сюда. Только медленно. Быстро она и не может. А я вижу там на первом этаже что-то светится. Рядом с колодцем высохшим. Так, туда не идется. Но я на всякий случай пройдусь по этой кровле. Мало ли. Но тут ничего нет. Не знаю, зачем дали возможность забрести сюда. Может сбегать все же на первый, там собрать блестяшку, а то здесь как-то туго с лечилками и с пленкой. Или позже. Куда-то попал.
Ключик с мандаринами. Нашла деталь для темной камеры. Функция избежать уклонения. Когда вас ловит дух, если вовремя нажмете кнопку «Снимок», можете уклониться от атаки. Ай, ай, ай. Ай, стоп. У меня нету чем стрелять. Спасся. Просто во второй части я вот набрал 25 у меня было аптечек, 10 единиц святой воды, а здесь как-то туго с этим делом, с ресурсами. Но меня более беспокоит малое количество пленки. Что это за жуткие скрипы? Так, с одной стороны можно в сад в этот пойти, а с другой, что меня тоже очень волнует, что будет, если вернуться и пойти в другой угол коридора? И все в пределах одной ночи. Я понимаю, что ключ с мандаринами не откроет те двери другие, но могут быть там ресурсы же. Сейчас. Сюда. Так. Оббегу. В надежде что-нибудь собрать. Во. Об этом я и говорю. Здесь по-прежнему залезать не буду, потому как нет ключа.
Почему такой звук стрёмный пошел? Потому что призрак был. Но я сбежал, кажется. В общем, здесь ничего нет. Но я хотел удостовериться. Можно, в принципе, призрака помочить, если он соизволит появиться, чтобы баллы набрать, чтобы прокачать камеру. Но он не появился. Поэтому я бегу во дворик использовать ключ с мандаринами. Ай, что за прикол? Во-первых, надо взять вещь. Святая вода полностью восстанавливает здоровье. Использован ключ. Небось, сейчас проснется. Тот же внутренний двор, могила из моей дремоты. Во сне внутри был Ю. Обиталище. Слово-то. В фотокамере старая пленка. Надо ее проявить. Не на телефон ответить. Yes, Kurosawa speaking.
Это Мику, доброе утро. Собрала всю информацию, полученную от редактора о той женщине вчера. Она лежит на столе в моей комнате, так что можешь взглянуть, если хочешь. Мне немного тревожно от всего этого. Хотела проверить одну штуку. Вернусь после того, как I закончу. understand. Thanks. Thanks. Так. Кота нету. На всякий случай. Ничего нового. Это я читал. Я все рассчитываю находить кружочки с пленками, с травками. Но не находится. Ладно, проявляю фотку. Тогда. Целых две. Старый моток. Что на ней, что на ней. Похоже на могильный холм в дворике у лестничного колодца. Может, я смогу что-то узнать из этой фотографии. Ну окей. Это тоже. Черные пятна в форме человека усеивают стены узкого коридора. Выяснить. Ах ты черт, это как? Проникают уже в реальность призраки. И безопасное место прекращает быть безопасным. Разрешила зайти в комнату. А вот где ты? Сумка с японскими вещами. Висит на стене. Неплохой образец для девушки, которая еще подросток. На столе находится небольшое зеркало и лампа с бумажным абажуром. Нику сделала его из материи, которая свисает с зеркала. На ящике комода сидит японская кукла, одетая в красное. Ее Мику привезла из дома. На полке лежит фотоаппарат и несколько калейдоскопов и другие небольшие японские безделушки Мику. Мику всегда держала свой стол в порядке. На столе лежат материалы и записки Мику. Она сказала, что сделала это для меня. Юшина Такигава. 8 страниц.
Угу. Расследование по делу добавлено. Между страницами записной книжки лежит копия газеты с написанной на ней сегодняшней датой. Пропал пациент. Исчезновение. Подставка для фото на столе была перевернута. Это фото Мику. Мику и люди. Что? На фото изображена Мику с дружелюбным парнем. Ее приятель? Нет, скорее брат и сестра. Она всегда была очень счастлива, но я никогда не видела ее такой озабоченной. Я слышала, она потеряла члена семьи. Мог ли этот человек на фото быть Мику Ханасаки? Вот и вечер наступил. Странная, мутная история с авиакатастрофой. Как это она была? 4 дня с трупами. Никто не заметил, что самолет рухнул. Не искали. Это как? Или это был какой-то частный рейс, поэтому так получилось. На кровати голубые простыни. Все в этой комнате одного цвета. Это мой любимый цвет. Не читал эту надпись. Я вот все жду, когда меня начнут пугать агрессивно в доме на манер Silent Hill 4, The Room или Eternal Darkness, геймкубовский эксклюзив. Пока только один раз напугали. Понятно. В общем, можно с чистой совестью ложиться спать. Ну, прочитав разве что заметки, может, что-то прокачав. Итак. Камера. Что там у меня по очкам? Экипировка уже 2 штукенции. Статус. Способности. Улучшение линзы пока все еще отсутствует. Значит, 18 тысяч. Могу либо радиус увеличить, чувствительность. Улучшение дает больший уровень заряда. Или это нельзя пока? А, можно. Да все надо качать, по идее. Пусть будет чувствительность. Так, это мне не надо, это все прочитано. Надо заметки почитать и призраков. Что там по ним, кстати? По-прежнему ничего.
Это, конечно, очень странно. Заметки. События. Синяк распространяется. Тут ничего нового особо не написано. А, вот здесь исчезновение. Согласно исследованиям Мику, Юшина Такагава спала почти все время перед тем, как пропала. После инцидента она спала все больше и больше, и когда не просыпалась, напевала что-то вроде колыбельной. В то же время медицинское сообщество было наполнено слухами схожего содержания. Больничные пациенты пропадали. Это одна из городских легенд. Местность. Особняк сна. В доме был дворик и шел снег. Линия могил, вдали смутно виднелся другой дом. Человеческие отпечатки. Узкий коридор по ту сторону двери, откуда я слышала стоны, был перевязан священными веревками и бумагой. Стены были все в пятнах в форме людей. Там, где исчезла Такигава, осталось черное пятно. На тех стенах тоже что-то случилось. Люди. Мику. Девушка, работающая моим помощником, сестра лучшего друга Ю. Слышала, что она потеряла родных. Фото на ее столе запечатлело ее с молодым мужчиной, похожим на брата. Она всегда была веселой, но не часто видела ее улыбку, такую счастливую, как на том фото. Наверное, тот, кого она потеряла, был очень ей близок. Думаю, она потеряла кого-то особого, как и я. Теперь человек в белом. Люди, появившиеся в темном коридоре, носили старые белые робы и высокие шляпы. Это были их голоса, которые я слышала в коридоре. Что с ними там произошло? Так, сохраняюсь. Проявленные фотографии. Если показать их Мику, она может что-то вспомнить. Она дома. Здесь нету, может, в комнате у себя. Вон ноги. Having trouble sleeping? Do you need to sleep in here with me? С тобой. It seems like you're having a lot of nightmares lately. Are you alright? Да норм все. Давай про фотки поговорим. What can I do for you? Мику, не можешь ли ты исследовать эти фотографии? Спасибо. И еще раз. За один присест не отдать, 2. Understood. I'll let you know if I find anything. It's raining again. Опять философские разговоры о погоде. На столе все аккуратно сложено. Книги о фотоаппаратах, фотографии. Она любит это дело, учится допоздна. Допоздна вообще вместе пишется. Ну да ладно. Теперь хочу спать, чтобы увидеть еще один кошмар. This place is
Ай, жених пошел. 1:03. Покоряющая песня. Где я очнулся? Скорее всего, там дворик с надгробьями за дверью. На земле лежит нечто размером с человека, покрытое тростниковым настилом. Жутко. И здесь такая же хреновина. Как я и думал. Плач. Где же? I'm sorry. Не понял, мне пленки подкинули или у меня было? 7-ю я не использовал. 61-ю использовал в последнее время. А 14-й вроде израсходовал, а может нет, точно не скажу. Видимо, можно еще побежать назад, исследовать по которому разу уже места, в которых бывал. Может там аптечка, может еще, но я пока по сюжетке постараюсь. Часть полов сгнила. Из-под пола тянет прохладой. Тут могут кругляшки лежать, но не лежат. Ёп, козлина. Вот это комбо. Не умею я его выполнять. Потратил впустую фотку. Можно было, но я не рискнул. Слишком близко подпустил. Появился из ниоткуда. Тут перекресток. Спереди заперто. Что-то есть. Шестьдесят первая пленка. Так, тут большое помещение. Я хочу сначала маленькие исследовать и понять, какие двери открыты, какие закрыты. Это коридор там или... Кажется. Еще ведь был ход налево. Проектор.
На фотографии видно изображение чего-то странного. В центре комнаты стоит старый проектор, уже вставлена какая-то пленка. You can't escape. Черт. Помешало смотреть. Черно-белый артхаус. Какая-то мутата на пленке. Через какую дверь я пришел? Не пойму. Четырнадцатое. На встроенном столе на полке лежат какие-то старые книги, коробочки с пленкой. Пленка, кажется, вся испорчена, рассыпается на кусочки, когда прикасаюсь. Среди всех старых книг на полке есть одна с обложкой, которая новее, чем у остальных. Фольклор 1. Нашла деталь для темной камеры. Новая функция маршрут. Авто направляется на духа. Когда камера готова, она сама поворачивается к ближайшему враждебному духу. В дальнюю стену встроен книжный шкаф. Книги, которые были на полках, все сгнили под плесенью, и казалось, вот-вот развалится на кусочки, если прикоснуться. Так, отсюда пришел. Стена превращается в забор. На другой стороне вижу какой-то такой же коридор. Травка. Кажется, там кто-то есть. Дверка. Может быть. Закрыта какой-то силой.
Сохранялка. Дверь плотно закрыта. Похоже, это тоже место. Если это так, тогда Ю внутри. Опять нечто странное проявилось. Веревка, украшенная бумажными гирляндами, обтянута вокруг большого дерева. На веревке висят деревянные дощечки в форме человека. Зеркальный камень. А у меня он был же взят. Или я его потратил в сражении. Пробую эту дверь. Внутри что-то есть, 61-я. В коробке и маска Ноу. Это маска Масуками, длинноволосой девы. Красная и синяя тарелка. Раскрашена красивым орнаментом, но непонятно, увета. Цвета поблекли и уже потускнели. Разве они не использовали ее в старое время на холодном севере Японии? Странные фразочки в переводе проскальзывают. Деталь для темной камеры. Новый объектив. Замедление. Замедляет духа. Очков духа 1. Включается клавишей L1. Временно замедляет духа, что и по нему легче попасть. Удлиняет шанс затвора и снимок смерти. В сундуке лежит женское кимоно. Оно аккуратно сложено, но присмотревшись, я заметила длинные волосы на ткани. Длинные волосы — это всегда страшно. Изображение Диантуса. Закрыто, но мы открыли. И откуда мы выйдем? Из серединной двери. Так. Понятно. Можно попробовать наверх побежать. Закрыто.
Есть 2 хода. За призраком сюда и большая комната для исследования. Я сохранюсь прежде. И я побегу, наверное, в большую комнату, потому что если за призраком, то это по сюжету. А в той комнате я не исследовал еще. Через открытую дверь. Хотя немного выгадал по времени. Что-то есть. Очков не дали мне за это. Ай. Внизу в стене есть маленькая дверь. Она плотно закрыта, кажется, с другой стороны ее чем-то подперли. Мне это место напоминает самое начало игры. Скорее всего, так оно и есть. Закрыто надвижным засовом. Открыли. Но тут другое. А, я знаю, где я появился, кстати. Знакомое место тоже. И опять кто-то плачет. Но я с этой комнаты еще не закончил. Стоит старая каменная плита, вокруг разбросано дерево для огня. Стоит печка на древесном угле. Пепел в ней влажный, похоже, ею не пользовались давно. Многочисленные ящики, ничего нет. Так, здесь не выйти. Только один выход отсюда. Нет, 2 или 1. Камера меняется постоянно, и я путаюсь. Так, лестница есть. Часы. На потемневшей колонне висят большие часы. Стекло разбито, циферблат тоже, но из часов еще доносится слабое тиканье. Камера сменилась, и я потерялся. Закрыто какой-то силой. И это...
14-я пленка. В нише в официальной позе сидит японская кукла. Кимоно превратилось в ткань, покрытую плесенью. Так, исследовал. Попробую подняться. Тут я в самом начале убегал от призрака. Святая вода. Алая материя свисает с сундука. Ничего здесь нет. Черный сундук, краска поблекла. Пустой сундук. Ручки ящиков покрыты ржавчиной. Давно не пользовались, ничего интересного. В стене есть брешь, через нее вижу ступеньки вниз. Возможно, там когда-то были перила. Выходит, наверху ничего нет. Кто здесь может плакать и где? Блестяшка есть. Травка. Это я бегу в начало. Там кто-то был. Но это я старые локации оббегаю, получается. Зафоткал. Потом надо будет разузнавать, что означает эта фотография. Попросить Мику, наверное, как всегда. И здесь кто-то плачет. Причем нельзя выгрузиться.
What the fuck? Let this priestess never awaken from her dream for all. Занавеска из тростника висит в одной части комнаты, где постель лежит на полу. Наверное, это была важная комната для человека. А мне не попасть никак к этому трупику-то. У меня ощущение, что я мог к нему подойти и приблизиться. То ли было открыто раньше, а теперь со всех сторон занавеска эта бамбуковая. Возвращаемся к поиску того, кто плачет. Ой. Daddy's dead. Отец мертв. Тут у нас дверца. На крышу, кажется. Попробовать перейти еще раз. Но опять же, в поисках бонус предметов. Глава-то другая. И поэтому эти предметы могут быть разбросаны по поместью. А не, я здесь просто находил ключ. Поэтому зря приперся. Посмотрим здесь, что новенького. Вероятно, ничего. Руку я фоткал эту в стене. Тут не пролезть было. Может, теперь что-то поменялось. А вот, не зря. Не зря, значит.
Нет, не получится. Тогда она прокомментировала, что может пролезть ребенок или миниатюрная женщина. А героиня выходит не слишком миниатюрная. Так, понятно. По-прежнему нельзя сохраняться, не горит синим пламенем фонарик. Призраки тоже не встречаются, не нападают. На что-то посмотрела. Вот на это. Won't you help me find him? Почему-то не дали очков. It's not the child's fault. А тут дали. Где же ты плачешь? Наверху, может быть. Daddy fell. I Остался старый клочок бумаги там, где был призрак ребенка. Мама, прости. Папа хотел взять мой мяч и упал. Я испугался. Это было адресовано ее матери. Призрак. Ай, блин.
Может, это был не обязательный бой, потому что я искал ее, фоткал. Ну все, с исследованием закончено, можно по сюжетке бежать. Девочка. Старая кукла была наколота на красную дверь. Дверь плотно закрыта. Похоже, что песня, которую вы слышите, идет оттуда. Из двери излучается сильное присутствие. Колыбельное. Заперто. Мазила. Рано. Не дохнет.
Ну почему же? Фу. Отсюда я выбежал. И он на меня напал. Надо, кстати, подлечиться. А еще я не обратил внимания. Допустим, если не до конца вылечиться, а потом проснуться, а потом опять попасть в кошмар, будет полное здоровье или нет? Может, и нет смысла тратить аптечки в таком случае. Сохраняюсь. Совершенно не ясно, куда бежать. Глобальная задача явно состоит в том, чтобы снять проклятие на двери, откуда доносится песня. Девочка. А, может быть, где иероглифы, комната. Еще фиг вспомнишь, где это. Где-то на другом конце карты, очевидно. Грудь колышется. Видимо, создатели ставили перед собой цель погонять игрока на максимально длинные дистанции. Можно было срезать, но я что-то тупанул. Пошел долгим путем. Очевидно, сюда. Потом через садик. Теперь сюда. Тут наверх, потом вниз. Неужели никак не срезать? А только так. Ой, что-то здесь нехорошее. Зерно появилось. Видимо, что-то паранормальное в этой комнате присутствует. Ай. Ты, блин. Вот так. И второй раз.
Третий не вышло, но можно было третий. Опять мутная картиночка. Пал призрак. Куда я бежал? Сюда. Здесь. Кажется, на второй. Вот сюда. Да. Снял печать. Вернуться. И назад чесать. А, есть ведь и другой путь. Можно тем же, что прибежал, а можно... Вот здесь пройти. Ой, куранты забили. Там призрак. Ой, жесть. Ай, собака. Где-нибудь встать, где максимально большой обзор. Опасная. Пусти, 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 пусти. Блин. Жесть. Фу.
Сюда. И теперь... Может сохраниться или рискнуть? Кукла, прибитая к двери, постепенно тает. Что за комната? На освященном алтаре лежит драгоценный камень размером с мою ладонь. Его, наверное, использовали в какой-то церемонии. Что-то отражает свет над алтарем. Колокольчик. А я не помню, где эта дверь с колокольчиком. На алтаре горит свет там, где был поставлен миниатюрный храм. Несколько лоскутов красной ткани висят на всех 4 стенах. Куклы как будто одеты в красное. Ах ты... Вражина. Комбо. Are you hurt? Победил. Еще одна фотография. You're a traitor, too. На полу, где сидела девочка, одетая как дева храма, было что-то еще, дневник. Мне не двинуться с места. Пора просыпаться, что ли? Зал красной куклы. Змеиный синяк. Старая пленка. Не хочу. Надо покормить кота.
это странно. Мику, это песня. О, Рэй, доброе утро. Эта песня... Я точно не помню, где я ее слышала, но чувствую, что слушала ее недавно в моих снах. Не имею понятия, что в ней за слова. Может, какой-то диалект, сны? Записи появляются. О чем эти сны? Это все? Я плохо их помню. Я пою эту песню во сне. И когда я пою, начинаю скучать по дому. Будто вспоминаю кого-то важного. И в конце этого сна я так боюсь, что все, что я помню, это то, что мне страшно. Полагаю, именно такие и есть сны. О чем сны? Так, повторение. Письмецо. Кот. Конверт был доставлен через почтовый ящик. Письмо от Кей номер 3. Фото девушки находится в конверте. Героиня второй части. Мио Амакура. Вложена кассета. Замок сна. А. Возможно, я смогу воспроизвести у себя. А еще я понял сейчас. Позже расскажу. Ролик начинается, кажется. А нет. Время спать просто. Я даже не успел добежать до проявочной. Ну, надо послушать кассету. Хотел сказать. Я понял, что это Мика, с которой я живу. Это что, героиня первой части главная, у которой брат пропал, погиб. Он ведь остался там в поместье в первой части в самом конце. In my dream, I saw my mother in that manner. Inside, there was an old shrine. It was cold. Snow was falling. I could hear a song. There were so many people going into the shrine. It was like a funeral procession. I could smell incense burning. Everyone was hiding their faces. My mother was among them. No matter how many times I called her, she kept going further and further. And just before the door shut, it was like I was going to be left all alone. I saw it every day. I went in just a little bit. If I went any further, I wouldn't be able to come back. But I thought I could meet my mother in there. Так, в проявочную бегу.
Новых писем нет. Тут тоже все по-прежнему. Сколько их у меня много. Похоже на пронзенные красные куклы во дворике со священным деревом. Возможно, это какой-то религиозный ритуал. Принять. Давай эту теперь. Мать, одетая в кимоно, и дочь, держащие что-то похожее на ребенка. Что могло с ними случиться? Появляются мать и дочь, которые одеты в кимоно. Может, они тоже пропали здесь. Если так, должно быть, это было давно. Храмовая дева в комнате полной кукол, прибитых к стене. У нее в руках кол, как и в моем видении. Кто или что она такое? Появилось изображение старого проектора, который должен быть внутри этого поместья. Все пленки проявлены. Надо отдать их подруге и расспросить про то, что ей удалось разузнать. Про старые фотки. Что за звук? Телевизор? Нет. Дождь, может, за окном. Ри, что случилось? Мику, этот человек на картинке на твоем столе. Это мой старший брат. Он считается пропавшим какое-то время. Я не знала. Прости, что затронула эту тему. Мне было просто интересно. Ну, не хочешь ей отдать фоточки и расспросить о том, узнала ли что про старые? Походу, не хочешь. Странно. Ой, 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 почему-то появляется зерно. Ну вот новенькая, на полке есть книга с изображением проектора, который похож на тот, что снял в поместье. В твои файлы добавлено искусство проецирования. Записи.
Больше ничего не находится. Просто странно. В тот раз игра мне сама сказала, когда я вроде спать собрался, что можно отдать фотографии Мику, чтобы она разузнала. Так, что буду делать? Открывать менюшку буду. Кстати, вижу, что здоровье полностью восстановилось. Это значит, что не имеет смысла использовать аптечки, находясь в кошмаре, особенно когда понимаешь, что кошмар скоро закончится и проснешься. 37 тысяч очков. А почему у меня только 61 тип? Или во снах и наяву разное количество пленки, улучшенные линзы. Замедлить мстительное привидение. Поставил. Экипировка. Ну пусть будет все активно. Способности. Я не совсем в русском переводе, так называемом переводе, понимаю, что имеется в виду. Вот, например, макс цена показывает максимальное количество твоей силы духа. Это что, жизнь у меня увеличится? Ну, полоска или что? Тут понятно, радиус. Чувствительность. Показывает уровень заряда силы духа и радиус. Ничего не понимаю, масло масляное какое-то. Максимальный заряд силы духа улучшение дает больший уровень заряда. Непонятно, но и очень интересно. Осталось у меня 27 тысяч. Ой, еще здесь есть пунктик. Улучшенные линзы. Это замедление, slow. Так, вот, осталось 17 тысяч. Радиус. Пусть это будет. Помаленечку так прокачиваюсь. Призраки. О, кто-то открылся. Решетчатый зал. Склеп плотников, превращенных в жертвенные опоры после создания замка. Хотя я фоткал гораздо большее количество. По каким критериям они попадают в пункт призраки, не ясно. Заметки. Везде новое. События. Просиняк. Каждый раз, как мне снится дом, змееподобная тату становится больше, пронзающая боль сильнее с каждым днем. Если все будет так продолжаться, она наконец покроет все тело. А тогда сны поместья. Какой выход? Колыбельная. Мику пела ту же колыбельную, что я слышала в замке. Она говорит, что тоже слышала эту песню во сне. Ей что, снился тот же сон? Ее тоже влечет в дом? Как ее Шина Такигаву и меня. Пронзенные куклы. В доме во дворе, окруженном коридором, было дерево, обмотанное священной веревкой. Вокруг стояли соломенные куклы, посаженные на кол. Бесчисленные куклы на снегу. Что особенного могло быть в этой жути? Комната красной куклы. В комнате, где я слышала колыбельную, красные куклы прибиты к стенам. Внутри была девушка, одетая служительницей. Она старалась проколоть меня в моих видениях. Кто она и что она там делает? Мику Ханасаки. Песня, что она пела, была колыбельной, что я слышала в замке. У Мику те же сны. Она потеряла родного, кого-то близкого. Это тот, кого она видит во снах, как и я. Да, походу, это Мика героиня главная первой части, а за брата надо было играть в прологе первой части. В
письме Кей было написано имя брата Мику, Мафую. Он был другом Кей и Ю, которые пропали так же, как пропал писатель Юнсей Такамин. Люди говорят, его похитили. Я знала, что Мику потеряла родного, но думала, что он умер. Она никогда не говорила о брате. То фото Мику все еще стремится к брату. Кривой перевод. Мать и дочь. Мать и дитя в старомодных кимоно появились в моем сне. Дочь уронила кусок бумаги. На ней была просьба о прощении для матери. Отец дитя ушел, чтобы принести мяч, и она чувствовала ответственность за происходящее. Девственная жрица. Девочка, которая появилась в моем видении о пустынном доме, что я посетила по поводу того фото. Во сне они были в комнате, где красные куклы прибиты к стене. Кем или чем они могли быть? Если замок, что я видела из моего сна, тот, о котором я слышала... Чего? Означает ли, что они проводили какую-то церемонию там? Пронизали людей. Кунихико Асоу. Ученый-оккультист, который жил во второй половине. Сделал проектор и камеру. Статьи. Излучатель. Про проектор. Он был разработан Кунихико Асу, жившим во второй половине XIX века. Он использует принцип камеры обскура для показа сверхъестественных образов других сфер, что невозможно на другом оборудовании. Ну, вроде посмотрел. Сохраниться надо. This dream again. I thought I wasn't going to have it anymore. Don't want to see anymore. Час 4. Злой сон. Я не понял, почему я играю вдруг за Мику и почему я в другой локации. Это ж начало первой части. Точь в точь. За перилами что-то замотано в материю, по форме напоминает человека. На двери висит толстая священная веревка. Дверь не поддается, когда пытаюсь открыть. Излучается сильное присутствие. А у меня что с инвентарем? Три лечилки. Жилище Химура. Ну да, усадьба. Есть ли у меня камера? Это обычный фотоаппарат или обскура? Тут маска висела на двери. На этой двери вырезаны какие-то символы санскрита, а также какие-то
Металлические подвесы для чего-то. Похоже, дверь заперта. Ну, в этой усадьбе я себя как дом буду чувствовать. Все тут оббежал. Тут веревочный коридор. Там зеркало. Это камера обскура, но я не хочу ничего вспоминать. Да, зарядила. 30 14 типа. На дальней стороне коридора висит зеркало. В зеркале болтается веревка в коридоре. Длинный темный коридор, который тянется за мной, внушает мне беспокойные чувства. Открывается. В другом конце заколочено. В этой комнате много ширмочек. Тут имеет смысл по углам посмотреть. Над моей головой есть миниатюрный храм. Дверь храма открыта, внутри вижу амулеты и талисманы. А в двери камни, некоторые уже вставлены, возможно, тут зашифровано, как открыть дверь. Дверь, однако, не открылась. Мелкая надпись. «Нанеси то же число страданий, что написано на спящем камне». И потрогать нельзя, да? Беги. Промазал, наверное. А, нет. На полу, где был человек с топором, что-то было. Белая невыразительная маска, с обратной стороны металлический держатель. На пол что-то упало. Вы получили священный каменный амулет. Святой камень. Спецспособность. Замедлять. Кружок нажимать. Может уровень допуститься до 0. Если Мику ранит духа или получает рану, уровень святого камня восстанавливается. Чем выше ваш уровень, тем быстрее он восстанавливается и дольше его влияние. Предлагается мне в менюшку зайти. И тут как-то частично что-то прокачано, а что-то нет. То, что я прокачивал, играя за другую девушку.
Экипировка, все включено. 6900 очков, ничего не прокачать. Улучшение линзы, пункт отсутствует. Вещи. И как этот святой камень активировать? Или он уже... А, вот. Стоп. Понял. Другая шкала рядом с синей. Да ладно тебе. Учитывая, через что ты прошла в первой части... Вы повесили маску подобия на подвесы. Лицо на маске подобия, которое повесила, сменило выражение на злость. Похоже, что эта дверь теперь отперта. Разве я сюда должен был попасть? Нет, в это помещение другая дверь вела. Сейчас выползет. А вон кто-то есть, уже летает. Ай, мимо, да? Да пусти ж ты. Пусти, что тут хватило. На полу, где сидел призрак длинноволосой женщины, что-то было. Камень, сумерек. Вырезана пятиугольная литография с надписями на санскрите. В ответ на сумрачный камень механизм начал двигаться. Задачку предлагают решить в 6 ходов. Знакомую задачку. Попробуем в лоб сначала. А почему не подвинуть П, которая справа сверху? И почему правую сейчас не подвинуть? В общем, уже неправильно.
Ну, значит, не в лоб будем решать. Раз. Два. Открылся замок. И опять тут должно быть другое место, но какое есть. Старая картина, ее поверхность почернела от влаги, которая попала через окно. Не могу ничего разобрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Через это зеркало выполз очень страшный призрак, убивающий с одного удара. В зеркале виднеется такое же отражение, как и в центральной комнате за мной. Если я смотрю в зеркало слишком долго, чувствую беспокойство относительно того, что там и за мной. На небольшой полке стоят старые книги. Одна из них напоминает дневник, но влага все испортила. Старая книга. Жрица Каната, особняк Химура, воспоминания девушки, которую тут связали. Да, здесь была в заточении веревочная дева. Ждала своего часа. А здесь происходил ритуал. Разорвали на части. Блин, я к этому не готов. Куда я? Где? Собака.
какой-то опасный. Думал, будет комбо, но... А, можно же замедлять. Сейчас попробуем. Что за жесть? Пиздец. Собака. Я к этому не готов. Ай, промазал, наверное. Вообще, наверное, подлечиться надо. Это я... Поставить другой тип. А еще есть замедление. Замедление. И второй раз. Ужас какой. Будто б спала печать. А тут разве была где-то печать? В центре комнаты есть большая каменная платформа, покрашенная в красный цвет и окруженная колоннами. Колонны могут поворачиваться, и, похоже, 5 колонн
обвязаны колоннами между ними. Через какую я пришел из этих двух? Они одинаковые. Через эту. Не хочу идти дальше. Мафую. Mafuyu. Mafuyu. На двери усадьбы, может, была кукла входной. Не появится здесь больше никто, надеюсь. Там что-то за ширмой. Brother's over here. Лекарство. Сказали, брат там, брат там. А я хочу попробовать. Можно выйти наружу. Значит, все же кукла, я правильно предположил. Входную дверь мешала открыть. Ну вас нафиг. Over here. Вот там. Over here. Она ж меня в другую сторону звала. Но я сначала пойду в противоположную. Думал, будет заперто. Не понял. Почему эта усадьба соединяется с той, которой видит главная героиня? Получается, усадьбы соединены все же. А если побегать по всем тем же местам, что и глав-героиня, смогу ли понаходить предметы новых призраков? Но здесь, допустим, ничего. Тут вибрация.
Рука. Нет, все ж не везде дают. У каждой героини своя отведенная территория. А сюда? Угу, значит, я возвращаюсь в свою усадьбу. Попробую двери, удостовериться, закрыто или можно. А как попасть по центру комнаты? Заперто со всех 4 сторон. Занавеска преграждает. В шкафу много старых книг. Попробовала посмотреть, но на записи повредила влага, как всегда. Те книги, которые не поместились в шкафу, лежат сверху и на полу. В одной из книг изображен какой-то отшельник, его тело покрыто татуировками. На следующей странице этого отшельника уже поглощает змея. Возможно, в этой книге речь идет о мифах и местном фольклоре. Много старых книг. Размыто не разобрать. Про обычаи и традиции местного населения, церемония почитания местного бога, но сложно понять, что происходит. Маленькое пространство за шкафом, и лестница ведет вверх. Пытаюсь отодвинуть, но слишком тяжелый сундук. Только мужчина. Нельзя расшифровать. Несколько слов. Шелушение. Окружающая плоть. Храм Девы. Толстый слой пыли. Бумага превратилась в обрывки. Не прочитать. Мужчина, нужен. Сейчас спускаюсь, небось занавеска поднимется. Нет. Закрыто. Неужели не можешь пройти сквозь занавеску? Ну как так-то? А вот куда меня зовет. Не успел. Save the two.
Взять 2. Это был сон Мику, но почему? Похоже, что у Мику опять все тот же сон. Канатный дом. Мику. Просьба о помощи. Поглючивает. Нигде не вижу Мику. Она никогда не спит? В смысле никогда не спит? Может, она у себя в комнате? Там были ноги. Или им показалось? Я уже не понимаю. Показалось, не показалось. На кухонной стойке какая-то газета. Похоже, или записка от Кеи. Наверное, Мику принесла, оставила здесь. Письмо от Кеи 4. 3 кассеты. Послушай, прежде чем читать дальше. Три кассеты. Не помню, есть мне что проявить. На всякий случай попробую. Походу здесь все тоже. А вот и нет. А где кот? Сначала слушаю кассеты, потом проверяю Мику. Не понял, почему только первая. Или кассеты не прилагались к записке. Просто о них упоминалось, так что ли? Тут ничего нового. А это что еще? В ящике стола находится толстый конверт. Возможно, это кассета из письма. Кассета. Кассета Б. Похоже, еще одна старая пленка. А он говорил про 3 кассеты. Но 2, по крайней мере, нашлись. Очень интересным образом.
Miko? Ray, I'm sorry. I don't feel so well. I couldn't sleep. Но зато я за тебя поспала, твой сон видела. Мико, мне сегодня нехорошо, плохо спала. Вчера что-то случилось, у меня был странный сон, вот и все. Не волнуйся. Между прочим, для тебя пришло письмо этим утром, я оставила его на кухне. Спасибо, отдохни. Фото. Разве это не он? Кия Макура. Где вы нашли фото? Вчера, просматривая альбомы своего брата. Мой брат работал в той же издательской группе, что и Иу. Я решила, что там может быть его фото тех дней. Ясно, спасибо. С обратной стороны. Кия Макура, недавнее фото автора. Видимо, наступил вечер. Кассеты. Замок сна Б, тот же сон 1. Yes, that dream. I dreamt of the manor. Yes. Yes, my name is Sarazawa. It's the same manor. It's a big and quiet manor. It was a very cold night. It was snowing, and then the roof collapsed, and the snow started coming in. A song? It sounds like some sort of a nursemaid song. The child kept stabbing at the doll. When I came to, it always hurt. There was always pain. Here, can't you see it? Look, it's right here. It's true. It kept spreading. И это теперь... Huh? How many times do I have to explain it? It was a manor, and it was snowing. There was blood. Lots of people lay collapsed all over. In the hallway, in the room, everywhere. Yes, it was a man in white clothes, but he had no face. There was a hatchet and blood on the walls. I always ran as hard as I could. So far. Lots of hands came out of the walls. But when I came to, somehow I was the one chasing the man. That's right. That woman, yesterday she touched me. It was painfully cold. Even when I woke up, my body was like ice. This tattoo. Послушал. Есть о чем поговорить. It seems like you're having a lot of nightmares lately. Are you all right? What can I do for you? Не можешь ли ты исследовать фотографии? Бери. Understood. Спасибо. I'll let you know if I А у меня find еще есть дофига. them. It's raining again. Да. На всякий случай тут пощелкаю. Нет, я все это прочитывал. Значит, спать бегу.
традиции почитаю записки. Прокачивать, наверное, нечего, потому что я за другую играл. 14 тысяч очков. Хотя можно вот это прокачать немножечко. Веревочный дом. Дом во сне Мику отличался от того, что я видела. Коридоры, перетянутые веревкой, кровавый алтарь, женщина, разорванная на части. Мику все помнит. Место связано с Мику и ее воспоминаниями о брате. Мику. В своих снах она обходит этот дом, ищет Мафую, своего брата. Друг Ю, исследующий замок сна. Он и Ю исследовали городскую легенду о замке сна, точно так же, как я видела это в своих снах. Он начал увлекаться этим из-за своей племянницы Мио, которая страдала от своих снов о замке сна. Однако его тоже засосало в ходе исследований, и теперь он пытается найти способ сбежать из своих снов. Мольба о помощи. Девушка, что звала Мику, когда она пыталась выйти из сна. «Твой брат здесь», — печально сказала она траурным голосом. Мику замерла от услышанного. Все. Сохраниться. За кого сейчас играть? Не понял. Час 5. Исчезновение. Инструкции особого действия «Спрятаться» добавлены. Инструкции. Почитать их надо сначала, прежде чем что-то предпринимать. Камеры нету. Карта, вещи, травы. Не находятся. По обстоятельствам, значит, будут действовать. А, есть камера, но не обскура. I'm sorry. I'm so sorry. Буду пытаться понять, где я. Часть стены заменена забором, с другой стороны вижу еще такой же знакомая реплика. Прячься.
Кружок надо было нажать. Без инструкций разобрался. Только почему-то камера инвертирована в таком сидячем положении. Влево это право, право это лево. Ждать, сидеть, пока вздохи-охи. Пошла туда наверх. В стене встроено большое зеркало. Ага, мне надо было наверх, а не сюда. Сейчас меня заедят. Тут не спрятаться. А, можно сбежать. Что здесь? Тут лестница. И там лестница. Эта дверь заперта, может, на другой стороне этой двери Мила. На замке вырезана бабочка. Погналась. Оторвался. А если прямо сейчас выйти, она будет там? Травка. В туалете. В каком туалете? Пусто. Похоже, им давно никто не пользовался. С чего они взяли, что это туалет? Даже если переводить автопереводчиком. Зеркало на подставке разбито на мелкие осколки. Среди осколков заколка, на которой вырезан... Чего? Подуб, отражающийся на свету. Черный кусочек чего-то застрял в стене позади подставки за зеркалом. Похоже на волосы. Ты взял заколку или... Среди осколков заколка с вырезанным подубом отражает свет. Должно быть, оно принадлежало женщине, которая когда-то здесь жила. Старая книга. Старый кото. Инструмент такой, если что, есть. Заперто. Дверная скважина длинная, необычайной формы, вырезан подуб. Нет тут никого. Как мне понять, хотят меня тут убить или не хотят? Вон бродит
Мне нужно что-то похитить. Не объясняется же. Эх, возможно, придется переигрывать. Среди обломков на самом комоде лежит расческа, декоративная заколка со священным рисунком. Булавка по дуб. Тогда он не решался ее брать, а сейчас решил взять. Тот же рисунок, который был вырезан в отверстии в двери. Там еще лестница была. И дверка маленькая. Тут закрыто. Заметил меня призрак? Дверку не буду пробовать, потому что летает. Очень странный стелс. Дама с гребнем. Была вибрация вот где-то тут. А сейчас уже не чувствую. Зато я узнал место. Ах ты черт, мне бежать надо. Но не ясно, куда конкретно надо направляться. Можно спасти прогресс, чтобы не переигрывать в случае чего. Сейчас проверю здесь сначала. Доп. Предметов нету. Как и прежде. Может быть, внутри что-то спрятано. Убегая от призрака, я не все двери, правда, потрогал. Пробуй побежать, сохранился ведь. Авось на что-нибудь набреду.
Новая книга там, например. Всегда забываю, какая из них. Ну, тут 3 варианта еще есть. А нет, не этот. Может этот, может этот. И как понять? Попробую сначала сюда. Неправильное решение. Враг. Или ты за другой сидел? Преследует. А, прятаться. Просто ждать, да? Не спешить. Небось, сейчас пройдет через дверь, и можно будет ее открыть. Эй, не разворачивайся. Ко мне топает. Продолжать сидеть или что? По-прежнему. Куда ж мне попасть-то надо? О, можно, а было нельзя. Тут злобный дух. Предмет. Блин, если я собираю вот эти кадры, а обскуры у меня нету при этом всем. Так, можно проверить ту дверь.
Точнее, 2 даже двери. Могущественная сила. Кукла с каким-то вырезанным проклятием прибита к двери. Сильное присутствие. Это та самая, которая гонится за мной? Это вообще жесть, это ваншот. Зачем я к ней подошел? Нет, не пройти. Может, где-то камеру нужно было найти и попытаться посражаться. Вот здесь она стояла. Она нашел. Я думал, просто тыкаюсь в сундук, а оказалось, вон оно как. Среди окровавленной одежды камера обскура и книга. Фольклор. Темная камера принадлежала этому ученому. Деталь. У меня ж есть такой. L1. Временно замедляет духа. Теперь можно сфоткать присутствие. Ой, возвращаться. Другое место. Проще, наверное, так.
Прежде чем бежать наверх, я спасу прогресс. Потому что мало ли что меня там может ждать. Но не хватало. Я думал, хана ей, или тут двое было. А может, их трое. Нет, неудачно. Блин, подловила. Еще жива. Не дает мне сохраниться. It'll be over soon. Ах ты! Прибивает меня. Неуловимая. You can't run away. You can never run away. Теперь бежать в комнату с черными волосами, что-то там пофоткать, наверное, снять проклятие на двери. Надеюсь, не нужно будет сражаться.
Блин, тут чье-то присутствие уже есть, чувствуется. You said you would come back. Да блин. Ну, проклятие-то исчезло, да, это хорошо, только вот... Фу. Сзади. А. Как сражаться? А вон она отсюда должна сейчас полететь. Исчезла. Это было жестко. Может, блин, если есть, конечно, пленку покруче. Ай-яй-яй-яй. Вот гадина. Сейчас подловлю. Мать твою! Откуда ты появилась? Ах, нет! Ужасная. Ненавижу. Вон ты, я вижу тебя, отсюда полетишь. Фак, наконец-то. Жесть какая. И пленку. У меня только один кадр остался. 61-й. Так, куда теперь? Куда теперь? А я еще хотел кое-что проверить. Дама с гребнем. Тот шкаф я открыл.
Но был рядом призрак, толком не успел рассмотреть. Нет, значит, не открыл. А эту дверку? А эту можно, оказывается. Ой. Нет. Ведь это он для показухи так идет. Я не могу реально упасть. Не будем выяснять. Окно завешено бумагой, не могу рассмотреть. Что еще идти? Можно дальше. Нельзя. Камни некоторые вставлены. Надпись. Нанеси. Тоже число страданий. Что написано на спящем камне. Блин. Нет. Не выходит. Видимо, то ли это для другого персонажа задачка. Зачем открывал ту мини-дверь? Зачем по балкам балансируешь? Еще призрак. Музыка какая-то недобрая. Бежать к двери, к двери. Вот думаю, там есть сохранялки по дороге. Не припомню. Поэтому становится как-то жестко. Надеюсь, не нападут детишки, как в тот раз. И не придется бороться за право сохранить игру. Сюда ведь? Опять куранты. Да блинский. Двое. Давайте сразу вместе, чтобы мне пленочку не тратить. Кто-то все же добрался.
честно. 2 на 1. Где второй? Ну бей. Живой еще. Мазафака. It's not enough. Еще камера такая маломощная. Я могу ее прокачивать здесь? Или здесь общие очки? Не совсем понятно. И стоит ли прокачивать какому-то конкретному человеку камеру? То потрачу баллы. Или баллы у каждого свои. Сила исчезла, удерживающая дверь. Так, и здесь что ли кто-то есть? Закрыто. Закрыто. Нет. Но можно потыкаться в шкафы. О. Не зря. Дырявая книга. Зал пронизывания. Это я читал. Книга Гравера. Жесткие у вас ритуалы. О, тут же есть шкафчик. Мужчина появился в доме. Лестница ведет наверх. Отодвину, смогу протиснуться. Книга табу.
На книжном алтаре сияет свет, отражаясь от красной книжной полки. Должно быть, здесь был какой-то священный объект. Написано мелкими буквами. Предлагается том наставлений, написанный чернилами пылающей души. Блестит рисунок бабочки. Возможно, с его помощью открою дверь, где исчезла Мио. Лестница. Что-то я... Сейчас проверим кое-что. Блин, так мне живым не отпустят. Везде какая-то... Это ваншот? Нет? Я могу вообще такого забороть-то? Руки пускает. Надо аптечку использовать. Тут места побольше, я спущусь. Так. Без паники. Пленка еще слабая к тому же. Отвязался, что ли? Просто он был похож на босса, который с одного удара мочит. Я думал, вот эта дверь. Ах ты, сука. Сидишь тут, меня караулишь. Что-то мне эта ситуация совсем не нравится. Гонится. Но можно сбежать. Да, блин. Это жестко. Не погнался хотя бы сюда. Еще и лестница. Да, наверное, на лестницу. И нету нигде пунктов сохранения. Только вот тот приходит в голову, на котором постоянно спасаю прогресс. Урона еще столько получил, неоправданно причем. Потому что, может быть, с ним драться-то и нельзя. А я пытаюсь. И камера супер слабая. Ресурсов мало. В довершении ко всему. То есть, что у меня осталось? 2 аптечки, чтобы полностью восстановить здоровье. 14, ну, 7 типа, да, есть, но это ж ни о чем. Потом, может, прокачка. Камера. Зона, чувствительность, больший уровень заряда,
Вообще непонятно. То есть русские описания мне не дают понимания, что прокачивается конкретно. Так, нам. Сюда. По крайней мере, душа спокойна, что есть сейф, полное здоровье. Попробую побороть этого босса, или кто он. На вид так как босс. А и его нету. Сбежал. Что здесь? Ой. Исчезла. А карту, если открыть? 3 секции, и там дверь посередине в конце. «90-й». Ну, спасибо, конечно. Ах ты, паразитина. Ай, плохо дело. Черт. Сзади, значит, нападет. Или как? Нет, из стены. Закрыто. Что-то блокирует изнутри. Да блин. Она нападает со стороны. Как я могу? Да ну нафиг.
Один кадр остался. Жестко. Вон она исчезла. Что? Это писец, конечно. Руками. Да ну тебя. Нет. Это очень нехороший враг. Побил. Жесть. Надо перезарядить пленку. И тем не менее, все равно дверь блокирует решетку эту. А какой глубинный смысл того, что я борол такого жесткого врага? Да. Можно ж было сбежать, наверное. А я борол. А смысл? Может, другому персонажу потом его зато не нужно будет бороть. Потому что я постарался. Что мне с того-то? Очки опыта? И где эта дверь с бабочкой? Может, если только вернуться туда, откуда этот персонаж вообще появился. На этом уровне. Но это опять бежать там километр. Так, наверх. В комнату с черными волосами. Через комнату с черными волосами. Где-то, не помню. Вот, наверное. Там призрак сидел, была дверь закрытая. Нет, это она по-прежнему, наверное, заперта. А мне надо... Сюда. Да, бабочки летают. Мия Майю из второй части.
деталь давления, отбрасывание. Так, сейчас посмотрю, что здесь есть. Я из этой двери пришел. Тут полуоткрыто. Тут ширма. Коридор. Что-то есть. Зеркальный камень. Взяли. Большие кувшины стоят в один ряд. Сейчас в них пусто, но, возможно, раньше в них хранили воду и еду. В стене есть углубление для камня в форме колеса. Возможно, оно служит для открывания двери. В центре есть место, чтобы вставить такую пластину. Дверь. Закрыта. Проснулась. Помехи какие-то. Отсюда исходит, нет? Вроде нет. Телек выключен. Шкаф. Я что-то слышала. Похоже, доносится из-под крыши. Твою мать, жесть.
Сон во сне. Ясно. Можешь проверить шкаф еще раз? Или не стоит? Oh, Ray, you're still awake? Ray, this is it. Вот, держи, и подумала, что это может быть как-то связано с фотографией коридора. Статья. Мумии. Спасибо, возьму это на время. Добавлено. Вот, держи, подумала, что это может иметь какое-то отношение к фото могилы. Множество костей в руинах. Спасибо, возьму. Исследовала заброшенный дом, который мы обнаружили. Вот, посмотри сама. Спасибо, спасибо. По поводу той фотографии куклы, насаженной на вертел, ничего не смогла найти. Подумала, что это может относиться к легенде о соломенных куклах, бытующих в Тоно. В любом случае это связано с фольклором. Что-то по этой теме можно найти в одной из книг Ю. Спасибо, посмотрю. Если что-то надо, дай знать. И куда ты делась? It seems like you're having a lot of nightmares lately. Are you all right? Ничего нового. Что это было? Кот вопит, мартовский. Точно кот. Черт, мурашки. Старая бобина с пленкой. Не помню, что видела раньше. Может быть, это принадлежит Иу? Пусто на этикетке. Смогу ли я воспроизвести это на проекторе? На проекторе? А дома есть проектор? Или там, в усадьбе? Черт! Как он успел? Вздрогнул. А я думал, есть. Ничего нового.
чулан могу забраться, если отодвину доску на потолке. О, это плохая мысль. На полу что-то лежит. Радио камня духа. Старое радио. То радио, которое мне снилось. Книга, кажется, о радио. Радиопередачи. Надо находить кристаллы какие-то. А подняться нельзя туда, где появился призрак. Прямо как в «Проклятье» Такаши Шимицу. Тот мой вчерашний сон. Я еще не закончил в той комнате, а ты переодеваться вздумала. Рискнешь ночью туда подняться? Но ничего нету. Находится фотография, очень напоминающая другую фотографию. Куклы. Больше ничего не находится. На всякий случай. Ray? What's the matter? It's raining again. Ясно. Все о том же. Бегу в свою комнату. Прокачиваться, если возможно, читать записки, сохраняться, спать. Где мои очки? Не вижу. А их и нет. Прокачивать нечего, значит. Но тут дофига нового. Человеческие колонны. Могильные холмы во дворе в замке. На развалинах старого замка людьми, работающими на стройке, были найдены кости под могильными курганами. Храмовые плотники были погребены живыми, как жертвоприношения. То же случилось и здесь. Заброшенный дом. Мику сказала, что дом, в который я вошла, известен призраками. Говорили, это место, где люди могут встретить мертвых, и что мертвые затянут в другой мир. Слова остались в памяти. Что, если Ю действительно в этом замке и зовет меня? Что мне делать? Человеческие отпечатки. Священная веревка повисла вдоль узкого коридора за дверью, откуда я слышала стоны. Все стены были в пятнах по форме, напоминающих людей. Там, где исчезла Йошино Такагава, осталось похожее пятно.
В газетах прочла о мумиях, которые нашли за одним из таких пятен. Пронзенные куклы. В особняке во дворе, окруженном коридором, было дерево, обмотанное священной веревкой. Вокруг стояли соломенные куклы, посаженные на кол. Согласно старинной народной книге, эта практика относится к древнему культу. Куклы, стоящие между горами, пророки, и деревни люди, служили защитными божествами или амулетами. Что в том дворе за той дверью? Зал сажания на кол. Комната с красными куклами, прибитыми к стенам с пятнами, согласно древней книге, оставленной в доме прибивания кукол к стенам, нужно для успокоения того, что находится глубоко внутри особняка. Церемония называется сажание на кол, выполняется девочками-служанками. Женщина с гребнем. Женщина, что прикрепила свои расчесанные волосы к стене, ждала кого-то. «Я ожидаю», — сказала она, когда я поймала ее образ в камеру обскура. А эта камера когда-то принадлежала мужчине, кого она ждет. Возможно, он оставил ее и карьеру здесь и отправился куда-либо. Кунихика Асоу. Ученый-оккультист, но это понятно. Вот, первый эксперимент — радиокамень духа. Использует радиотехнологию кристаллов. Звуки, которые обычно не слышны, становятся слышными. Старое радио. Найдено на чердаке. Радио кристаллов для общения с другим миром. Воздействие со спецкристаллом позволяет слышать слова, сказанные в прошлом, и голоса привидений. Асу, может ли быть какая-то связь с семьей Ю? Призраки. Что ж здесь должно появляться-то? Ладно. Я буду сохраняться, и это будет завершение ролика номер 1 прохождения игры Fatal Frame 3. Смотрите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.